Прежде чем мы начнем рассказ, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой части мира вы смотрите нас сегодня. Было около 6 часов утра, когда я отворил тяжелую дверь своего уединенного жилища в отрогах Каскадных гор, чтобы полной грудью вдохнуть прохладный лесной воздух, насыщенный густым ароматом хвои и утренней сырости, ведь я, Кали Прит, бывший обозреватель новостей, а в настоящее время начинающий прозаик, еще толком не успел проснуться и просто вышел на крыльцо в своей старой клетчатой рубашке и потертых ботинках, широко зевая и мечтая о кружке горячего крепкого кофе, который помог бы мне окончательно взбодриться и начать новый день в моем осознанном затворничестве среди дикой природы, и в этот самый миг я застыл на месте, словно пораженный мощным электрическим разрядом, потому что там, всего в нескольких метрах от меня, возвышался огромный черный медведь, чье внезапное присутствие, казалось, мгновенно заполнило все свободное пространство вокруг, делая утренний воздух плотным и неподвижным. Могучий зверь не двигался с места, не издавал рычания и не проявлял абсолютно никаких признаков агрессии, а просто стоял там, на моем деревянном настиле, тяжело и хрипло дыша, с крупной дрожью во всем теле и спутанной, местами промокшей насквозь шерстью, словно он только что выбрался из бурного речного потока или пережил тяжелую схватку с неизвестным опасным противником, но больше всего меня поразили глаза этого лесного хищника, темные, влажные, пугающие человеческие глаза, из которых, казалось, безостановочно текли слезы, скатываясь по мохнатой морде мелкими ручейками, словно вода из неисправного крана, ведь никогда прежде в своей жизни я не видел, чтобы дикое животное плакало по-настоящему, и это невероятное зрелище пробирало до самой глубины души, заставляя мгновенно забыть о естественном страхе перед этим мощным существом, которое могло одним легким ударом когтистой лапы размозжить мне голову, и только тогда я заметил, что зверь бережно держал в своей пасти маленькое, совершенно безжизненное тельце медвежонка, чьи крошечные конечности безвольно свисали вниз, а голова была безжизненно запрокинута на бок, не подавая никаких признаков жизни, словно забытая тряпичная кукла, брошенная неаккуратным ребенком. В это леденящее душу мгновение я отчетливо осознал, что передо мной стоит не медведь, а медведица, несчастная мать с погибающим детенышем, и хотя моим первым порывом было захлопнуть дверь и схватить старый винчестер, висевший на стене в кухне, что было бы естественной реакцией любого человека, столкнувшегося с опасным диким зверем у самого порога своего дома, что-то в поведении этой хищницы, в этом безмолвном и глубоком материнском отчаянии остановило меня, заставив почувствовать, что передо мной находится не угроза моей жизни, а мать, стоящая на пороге ужасной трагедии, слишком глубокой и всеобъемлющей, чтобы я мог подобрать для нее подходящее название. Мое сердце бешено колотилось о ребра грудной клетки, когда я медленно и плавно отступил назад, не отрывая напряженного взгляда от медведицы, которая, к моему величайшему изумлению, сделала несколько неуверенных шагов следом за мной, прежде чем очень осторожно, с почти человеческой нежностью и аккуратностью, положить своего драгоценного детеныша прямо на дощатый пол моего крыльца, а затем поспешно отступила, села на задние лапы и уставилась на меня своим немигающим взором, словно ожидая от меня чего-то, что я еще не мог до конца понять или осознать. Вопреки всем врожденным инстинктам самосохранения, всем жутким историям о нападениях медведей на людей и всем строгим предупреждениям лесных рейнджеров, я опустился на колени перед неподвижным тельцем медвежонка, который выглядел таким крошечным, размером едва ли с обычного спаниеля, с болезненно выпирающими ребрами и коркой, запекшейся крови на одном ухе, и когда я уже был почти полностью уверен, что он мертв, его маленькая грудная клетка едва заметно дрогнула. Это было такое легкое и слабое движение, что я мог бы его и не заметить, если бы не всматривался с таким предельным напряжением. Я поднял глаза на огромную медведицу, которая продолжала неотрывно смотреть на меня с каким-то жутким, вполне осознанным ожиданием, и слова вырвались из моего горла сами собой, прежде чем я успел их обдумать. Я попытаюсь, хорошо, я попробую спасти его, и медведица даже не сдвинулась с места, словно прекрасно понимая каждое произнесенное мной слово, и, с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди от адреналина, я осторожно завернул дрожащего медвежонка в свою теплую рубашку и медленно, стараясь не делать никаких резких движений, отступил вглубь дома, ожидая в любой момент услышать грозное рычание или подвергнуться нападению. Но медведица просто продолжала сидеть молча, как будто знала нечто такое, чего не знал я. Оказавшись внутри помещения, я бережно положил медвежонка на диван и
Лихорадочно начал собирать по всему дому все, что теоретически могло помочь: чистые полотенца, резиновую грелку, бутылки с теплой водой, действуя больше на инстинктах и интуиции, чем сознанием ветеринарного дела, и все это время тревожно поглядывая в окно, где медведица оставалась неподвижной темной тенью, не спускающей внимательных глаз с моего жилища, а медвежонок был пугающе холодным на ощупь, вялым, но еще не переступил ту последнюю черту, и я стоял посреди своей гостиной, держа на руках это крошечное, почти безжизненное лесное создание, и панически думал, что, черт побери, мне теперь со всем этим делать. И в этот момент я ясно понял, что это была не просто странная случайная встреча с диким зверем, не просто причудливый поворот моей судьбы, это было нечто гораздо большее, нечто, избравшее именно меня, несмотря на все существующие законы природы и доводы здравого смысла, ведь я совершенно не был готов к такой ответственности, но, похоже, медведица была готова довериться именно мне, и она осталась ждать, удобно расположившись на самом краю моего земельного участка, наблюдая за домом целый долгий день, пока я отчаянно пытался спасти ее детеныша, который, казалось, решительно отказывался уходить в иной мир без борьбы. Малыш лежал на моем старом диване среди вороха полотенец, неподвижный и пугающе холодный, и я снова опустился на колени, осторожно приложив 2 пальца к его крошечным ребрам, пытаясь нащупать хоть какой-то пульс или признаки дыхания, и, не ощутив ничего явного, я задержал собственное дыхание и наклонился достаточно близко, чтобы почувствовать резкий лесной, землистый запах мокрого меха с металлическим оттенком свежей крови, и в этот самый момент его грудная клетка едва заметно поднялась и опустилась. Это было слабое, но вполне реальное дыхание, заставившее меня шумно выдохнуть с огромным облегчением. «Ты жив, малыш, ты все еще здесь с нами». Я завернул медвежонка в свою рубашку еще плотнее и поспешил в заднюю комнату, где хранился старый электрический обогреватель, который я немедленно включил на полную мощность, разложив вокруг него все мягкие ткани, какие только смог отыскать в доме, теплые одеяла, махровые полотенца, пуховые подушки, создав что-то вроде уютного теплого гнезда для моего маленького пациента, чье дыхание оставалось поверхностным. Грудная клетка едва двигалась, а одна задняя лапка, при ближайшем внимательном рассмотрении, казалась странно одеревеневшей, словно сломанной или парализованной, и вокруг одного уха запеклась темная кровь, и стало совершенно ясно, что это не просто истощение или сильная усталость. С медвежонком случилось что-то действительно серьезное. Снаружи я услышал царапание по дереву и, выглянув в окно, увидел, что медведица все еще находится там, сидит, словно древняя каменная статуя, терпеливо наблюдая за домом, где находился ее единственный детеныш. Поэтому я схватил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Моники Санчес, ближайшего ко мне ветеринара, хотя и прекрасно знал, что она в основном занимается лечением домашнего скота и фермерских животных. «Моника, это Калеб, у меня в доме находится настоящий медвежонок, он ранен и в очень плохом состоянии, мать сама привела его ко мне и оставила прямо на крыльце, и она все еще здесь, ждет снаружи». После долгой паузы, заполненной шокированным молчанием и недоверием, Моника наконец произнесла: «Ты точно не выпил сегодня лишнего, Калеб?» На что я ответил: «Нет, черт возьми, я совершенно серьезен и трезв, и у меня нет времени объяснять детали. Что мне нужно сделать прямо сейчас, чтобы сохранить ему жизнь?» И после еще одной короткой паузы она тяжело вздохнула и начала давать четкие профессиональные инструкции: «Срочно согрей его, проверь, нет ли где-то открытого кровотечения, и пока не давай ему никакой твердой пищи, только жидкость, можешь сделать слабый раствор меда с теплой водой, давать по одной капли, а я пока позвоню Бете. Она раньше работала в специализированном центре реабилитации диких животных, так что держись, мы скоро приедем». Я повесил трубку и бросился на кухню, где нашел банку натурального меда, смешал его с теплой кипяченой водой и, используя кулинарный шприц, осторожно приоткрыл рот детеныша, впустив внутрь несколько живительных капель сладкой жидкости, и сначала не последовало никакой реакции, но после нескольких настойчивых попыток его маленький язык слегка шевельнулся, и я почувствовал невероятный прилив надежды, шепча: «Вот так, давай, маленький боец, оставайся со мной».
Я просидел рядом с ним, наверное, больше часа, безостановочно разговаривая, напевая какие-то мелодии, иногда ругаясь себе под нос от чувства бессилия, и все это время медведица снаружи оставалась совершенно неподвижной, но когда я слегка приоткрыл входную дверь, она мгновенно подняла массивную голову, встретилась со мной пронзительным взглядом, а затем снова опустила ее, и это простое движение выражало такое неожиданное и глубокое доверие, что я до сих пор помню его и искренне удивляюсь тому, как дикий лесной зверь сумел преодолеть свой врожденный страх перед человеком. Ближе к полудню медвежонок впервые самостоятельно пошевелил лапой, совсем немного, лениво, словно проверяя, работают ли еще его мышцы, и я нервно рассмеялся от облегчения, даже не заметив, как по моим щекам потекли горячие слезы, бормоча: «Ты сегодня точно не умрешь, малыш, я тебе не позволю». Глядя на медвежонка, хотя внутри паниковал, понимая, что я всего лишь писатель с горсткой полотенец и старой грелкой, пытающийся спасти дикое животное, о физиологии которого я практически ничего не знаю. К середине дня моя гостиная больше напоминала сумасшедшую полевую ветеринарную клинику. На всех доступных поверхностях лежали одеяла, полотенца были свалены в хаотичную кучу, обогреватель работал на полную мощность, создавая тропическую жару, а медвежонок лежал прямо перед ним, туго запеленатый, как человеческий новорожденный, с одной лапой, торчащей наружу, так как рана на ней снова начала кровоточить, и при ближайшем рассмотрении она выглядела как след от глубокого укуса, опухшая, красная, явно инфицированная, что могло убить его гораздо быстрее, чем простуда или голод. Я взял флакон с перекисью водорода, который обычно обрабатывал свои собственные мелкие порезы, обильно смочил чистую тряпку и осторожно приложил к ране, отчего медвежонок сильно вздрогнул, и это меня даже обрадовало, ведь реакция на боль означала, что он все еще борется за жизнь и его нервная система функционирует, а снаружи раздалось тихое низкое ворчание, и я снова выглянул в окно. Медведица не сдвинулась с места ни на дюйм, все еще сидела там, ее массивное тело было неподвижно, но внимательные глаза отслеживали каждое движение, каждую тень внутри дома. Я слегка приоткрыл дверь и тихо сказал ей в пустоту: «Он все еще с нами, едва-едва, но держится», и она не ответила, конечно. Не зарычала, только глубоко и шумно вздохнула, словно понимала скрытый смысл моих слов, после чего я вернулся внутрь и сел на пол рядом с медвежонком, снова дал ему воды с медом, и на этот раз он уже более отчетливо щелкнул языком, пытаясь жадно слизать сладкую жидкость. Это был небольшой, но определенный прогресс. Мой телефон неожиданно зазвонил. Это снова была Моника. «Бетти говорит, что ты полный сумасшедший, но она уже едет к тебе со всеми необходимыми лекарствами и будет у тебя через пару часов», на что я поспешно ответил: «Слава богу. У него кровоточит лапа, очень похоже на укус, и я думаю, у него начинается жар», а Моника предупредила: «Держи его в постоянном тепле, не делай резких движений, продолжай давать жидкость понемногу, и ради всего святого, не открывай дверь настежь, потому что эта мама-медведица не будет вечно оставаться спокойной», и я знал, что она абсолютно права. Уже было настоящим чудом, что медведица не разнесла стены моего дома в поисках своего детеныша, но почему-то она доверяла мне, и от этого необъяснимого факта на душе становилось еще тревожнее. Прошел час, затем другой, медвежонок начал двигаться активнее, пытаясь перевернуться на другой бок, и я тихо шептал ему: «Полегче, приятель, еще слишком рано, просто отдыхай», а потом он издал странный горловой звук, не рычание, не писк, а что-то среднее, словно сломанная механическая игрушка постепенно возвращалась к жизни, и я снова тщательно обработал его больную лапу, кровотечение заметно замедлилось, рана все еще была красной и воспаленной, но уже не казалась такой смертельно опасной, и с этим можно было работать дальше. На улице медведица впервые за все время начала проявлять беспокойство, прошлась несколько тяжелых шагов туда-сюда, словно ее тело не могло решить, остаться или уйти, а затем снова села на прежнем месте, а я подбросил дров в печь, чтобы в доме стало еще теплее, пусть даже мне самому было уже невыносимо душно. Медвежонок нуждался в тепле гораздо больше, чем я в свежем воздухе.
С наступлением вечера тени в комнате сдвинулись, и произошло маленькое чудо. Медвежонок открыл один глаз, только один, и посмотрел прямо на меня, и в этом взгляде не было ни дикости, ни страха, только удивительная осознанность, словно он видел меня и понимал, кто я такой, и я прошептал: «Ты больше не один, малыш», чувствуя, как внутри разливается странное тепло, не имеющее ничего общего с работающим обогревателем и печью, после чего он моргнул и снова погрузился в глубокий сон. Но впервые за весь этот бесконечный день я почувствовал, что у него может получиться выжить. Это была не гарантия, не обещание, просто робкая возможность, которой у меня не было с самого утра. Когда наконец приехали Монника и Бетти, опытная специалистка по диким животным, солнце уже клонилось к закату, и медведица благоразумно отступила в густую тень леса, но не ушла совсем, продолжая наблюдать за домом с безопасного расстояния, и Монника выдохнула: «Боже мой, ты не шутил, увидев медвежонка, а?» Бетти сразу принялась за работу, осматривая малыша с профессиональной сосредоточенностью. «Это укус взрослого самца», — уверенно сказала она после тщательного осмотра, пояснив, что медведи-самцы иногда убивают чужих детенышей, чтобы самка снова вошла в течку, и этому малышу невероятно повезло, что мать сумела его защитить и принесла ко мне, добавив: «Поразительно, что она выбрала человека. Возможно, она наблюдала за тобой, прежде чем решиться на такой отчаянный шаг, и эта внезапная мысль заставила меня вздрогнуть, мысль о том, что дикое животное могло оценивать меня как личность, прежде чем доверить мне самое ценное, что у него было». Бетти и Монника провели несколько часов, обрабатывая раны, вводя необходимые антибиотики, восстанавливая водный баланс в маленьком теле, и когда они собирались уезжать, медвежонок уже дышал гораздо ровнее, а его лапа была профессионально перевязана, и Бетти сказала: «Собирая свои вещи, мы оставим тебе лекарства и подробные инструкции, но, как только ему станет лучше, ты обязан будешь вернуть его в дикую природу, он не может остаться с тобой навсегда, Калеб». И я кивнул, хотя внутри уже чувствовал, как растет сильная привязанность к этому маленькому существу, которое так отчаянно боролось за жизнь на моих глазах. В течение следующих 2 недель медвежонок удивительно быстро восстанавливался, его раны заживали, здоровый аппетит возвращался, и он начал проявлять активное любопытство к окружающему миру, исследуя мой дом с растущей уверенностью. И я назвал его Бруно, просто потому, что это имя казалось подходящим, хотя и прекрасно знал, что не должен давать ему имя, не должен привязываться к дикому животному, которому вскоре предстояло вернуться в свою естественную среду обитания. Медведица продолжала приходить каждый день, иногда приближаясь к самому дому, но чаще держась на почтительном расстоянии, всегда настороженная, всегда наблюдающая, а я оставлял для нее еду, которую она иногда принимала, а иногда гордо игнорировала, словно не желая привыкать к человеческой помощи больше, чем это было крайне необходимо. Однажды, когда Бруно уже уверенно передвигался по дому, играл и даже пытался забираться на мебель, меня неожиданно навестила помощник шерифа Джессика Венс, которая без лишних предисловий заявила: «Калеб, до меня дошли упорные слухи, что у тебя в доме живет медвежонок, и его мать практически поселилась на твоей частной территории, стоя на том самом месте, где 2 недели назад стояла медведица с детенышем в зубах». Я не стал отрицать очевидное и честно рассказал ей всю невероятную историю, а она слушала, скрестив руки на груди, с непроницаемым выражением лица, и когда я закончил, просто сказала: «Тебе безумно повезло, что никто не пострадал, но это серьезная проблема, Калеб, так как служба охраны дикой природы уже в курсе, и они планируют приехать через 3 дня, чтобы забрать медвежонка и, возможно, принудительно переселить медведицу. Я могла бы отложить это совсем ненадолго, но решение за тобой, ты должен что-то сделать». Той ночью я долго не мог уснуть, с грустью наблюдая, как Бруно свернулся уютным калачиком в своем гнезде из одеял, таком домашнем, таком безопасном и таком неправильном для дикого лесного животного, и я ясно понимал, что не могу удерживать его здесь вечно, не могу воспитать его как домашнего питомца, не могу лишить его возможности быть тем, кем он был рожден, свободным медведем в лесах Каскадных гор, и в то же время мысль о скором расставании причиняла почти физическую боль, словно я отрывал от сердца часть самого себя.
Утром я принял окончательное решение и не стал ждать, пока приедет служба охраны природы, не стал ждать, пока медведица сама решится забрать своего детеныша, а осторожно поместил Бруно в просторный пластиковый контейнер, высланный знакомыми ему одеялами, положил туда его любимую игрушку, старый теннисный мяч и немного вкусной еды на дорогу, после чего сел в свой пикап и направился в самую глубину леса, туда, где, как я предполагал, могло находиться логово медведицы. Я ехал предельно медленно по лесным дорогам, внимательно следя за любыми признаками медвежьего присутствия, пока не добрался до уединенной поляны, окруженной густыми вековыми елями, где решил сделать остановку, и, выйдя из машины, я открыл контейнер, и Бруно выглянул наружу, моргая на ярком солнечном свете, принюхиваясь к знакомым лесным запахам, и я сказал, чувствуя, как к горлу подступает комок: «Это твой настоящий дом, малыш». Я отошел немного в сторону, давая медвежонку возможность самому выбраться и осмотреться, и он неуверенно сделал несколько шагов, затем остановился и посмотрел на меня, словно спрашивая, что происходит и почему мы здесь, и в этот момент мы оба услышали отчетливый треск веток. С края поляны на нас смотрела огромная медведица, настороженная, но не агрессивная. Наши взгляды встретились, и в ее темных глазах я снова увидел ту странную человеческую осознанность, которая так поразила меня в первый день, и я медленно отступил. Еще дальше, показывая всем своим видом, что не представляю угрозы, что я отпускаю ее детеныша, возвращаю его в тот мир, которому он принадлежит по праву рождения, а Бруно замер, глядя то на меня, то на свою мать, словно разрываясь между двумя мирами, между доверием и древним инстинктом, между человеческим теплом и зовом дикой природы. Медведица издала тихий звук, что-то среднее между ворчанием и ласковым мурлыканьем, и медвежонок повернулся к ней, сделал несколько неуверенных шагов, остановился. И потом еще несколько, а мое сердце было готово разорваться на части, когда я наблюдал, как дистанция между ними стремительно сокращается, как великая материнская любовь снова соединяет двух существ, которых жестокость природы и случаи однажды разлучили. Когда они уже почти соприкоснулись носами, Бруно вдруг развернулся и быстро побежал обратно ко мне, уткнувшись мохнатой мордой мне в колени, словно прощаясь или благодаря. Я никогда не узнаю наверняка, но я присел и позволил себе в последний раз погладить его по густой шерсти, шепча слова, которые он не мог понять разумом, но, возможно, чувствовал сердцем: «Иди, живи свою жизнь, маленький храбрец, ты справишься». Затем я мягко подтолкнул его в сторону медведицы, и на этот раз он не колебался, небольшими прыжками он достиг своей матери, и она тщательно обнюхала его, словно убеждаясь, что все в порядке, что это действительно ее потерянный детеныш, целый и невредимый. А потом произошло то, чего я совершенно не ожидал. Медведица подняла голову и посмотрела прямо на меня, а затем, к моему изумлению, слегка наклонила ее в знак благодарности, прежде чем повернуться и неторопливо уйти в чащу леса, ведя за собой медвежонка, который только один раз оглянулся, прежде чем навсегда исчезнуть среди деревьев, а я стоял на пустой поляне еще долго, чувствуя странную смесь горечи и глубокого удовлетворения, потери и правильности происходящего, словно закрыл последнюю главу книги, которую никогда не планировал писать, но которая изменила меня навсегда. Я вернулся в свой пустой дом, который теперь казался слишком тихим, слишком просторным без маленького бурого вихря, переворачивающего все вверх дном, и я собрал одеяло, игрушки, миски, все следы пребывания Бруно и сложил их в картонную коробку, которую отнес на пыльный чердак, зная, что они мне больше не понадобятся, но будучи не в силах с ними окончательно расстаться. Прошло несколько долгих месяцев, я вернулся к своей обычной жизни, писал свою книгу, гулял по лесу, наслаждался тишиной, но иногда, особенно в сумерках, я выходил на крыльцо с чашкой горячего чая и всматривался в темную лесную опушку, зная, что где-то там, среди вековых деревьев, живет медвежонок, который однажды спал на моем диване и пил мед с моей ладони. И однажды ясным осенним утром я вышел из дома и увидел на крыльце маленький подарок – горсть спелых лесных ягод, аккуратно сложенных в маленькую кучку, словно кто-то старательно их собирал, и хотя вокруг не было ни души, я знал, кто это сделал, и улыбнулся, глядя в лес, где на мгновение мелькнула тень, возможно, просто игра света, а возможно, мать и детеныш, ставшие на короткое время важной частью моей жизни, давали мне знать, что они помнят, что они в порядке, что граница между нашими мирами иногда может быть тоньше, чем мы привыкли думать.
И с тех пор каждую осень, когда листья начинают менять свой цвет, я нахожу на своем крыльце маленькие лесные дары, ягоды, красивые шишки, однажды даже необычный камень, словно кто-то пытается сказать: мы все еще здесь, мы помним, мы благодарны. И это напоминает мне, что иногда самые важные встречи в нашей жизни случаются совершенно без предупреждения, а самые глубокие связи формируются в моменты, когда мы меньше всего этого ожидаем. Теперь, когда я пишу свою новую книгу, я часто думаю о той медведице, которая доверила мне самое дорогое, что у нее было, и о медвежонке, который научил меня, что любить значит уметь вовремя отпускать, ведь в мире, где границы между диким и домашним кажутся такими четкими, они напомнили мне, что истинное сострадание не знает видовых барьеров, а доверие может возникнуть в самых неожиданных местах, преодолевая страх и старые предубеждения. И когда редкие посетители спрашивают меня о необычной фигурке медведя, искусно вырезанной из дерева, которую я держу на своей книжной полке, я загадочно улыбаюсь и говорю, что это просто сувенир из Каскадных гор, но для меня это нечто гораздо большее, вечное напоминание о тех нескольких неделях, когда мой дом стал надежным убежищем для дикого существа, а я сам ненадолго превратился в хранителя чужой хрупкой жизни, прежде чем вернуть ее законному владельцу, бескрайнему лесу и любящей матери, которая никогда не переставала ждать.